Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Который раз замечаю, что сколько от лоскутков не избавляйся, меньше их не становится. Они размножаются путем деления. Самое главное, не ждать, когда их накопится очень много, а время от времени их просматривать и пускать в дело. Сегодня в работу берем кусочки размером больше 3 сантиметров и длиннее 7 сантиметров. И для себя я уже нашла очень удобный способ работы. Используем самый простой и недорогой клеевой флизелин. Нарежем его полосками по 7 сантиметров шириной. И, конечно же, можно шить по полоскам бумаги, по кассовой ленте, по тюлю, по старым простыням. Это выбор каждой мастерицы. Работать довольно просто. Все лоскутки нашиваем на основу. Чтобы лишний раз не обрывать нитки, работаем сразу с несколькими заготовками. Так дело пойдет гораздо быстрее. Ориентируемся на края основы. Так мы шьем и шьем, потихоньку собираем длинные ленты. Когда у вас закончатся лоскутки, основа или терпение, переходим к следующему этапу работы. Его Величество утюг. Вот она, вся прелесть работы с клеевым флизелином. Легким движением утюга наши полосатые полоски превращаются в плотные проклеенные ленты, которые остается только промерить и подровнять. Вот в этом месте всегда вспоминаю анекдот, когда двое сидят, выпивают, и один другого спрашивает: «Тебе сколько наливать?» А тот отвечает: «А ты что, краев не видишь?» А нам все прекрасно видно. Край флизелина нам в помощь. И получаются очень интересные лоскутные заготовки. Куда и как их использовать? Вот смотрите, один из вариантов. Чередуем эти полосатые полоски с темно-серой однотонной тканью. На самом деле у меня на канале очень много изделий, сшитых с использованием таких лоскутных заготовок. Ведь можно после каждого проекта сразу же собирать на полоски флизелина такие мелкие остатки, сворачивать их трубочкой и в таком виде хранить, а потом использовать по мере необходимости. Но всегда говорю, зачем откладывать на завтра то, что можно съесть сегодня? Тем более, что у меня есть квадраты из плотной белой джинсовой ткани. Размер их 12 на 12 сантиметров. Естественно, что вы можете взять свои размеры. Попробуем придумать красивое сочетание. В своих мастер-классах всегда показываю работу за швейной машинкой. Ведь лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. На цветные лоскутные полоски нашиваем белые квадраты. Заметьте, что квадраты из плотной джинсы. Лоскутные полоски укреплены флизелином. По плотности эти детали получаются примерно одинаковые. Дальше мы все швы расправляем
и разрезаем нашу гирлянду на отдельные заготовки. Следующий шаг – выкладываем их в нужной последовательности и готовим детали к дальнейшему соединению. Сначала сшиваем вместе детали из первой и второй колонки, потом из третьей и четвертой. Готовые гирлянды расправляем, проутюживаем, а потом соединяем их вместе. Получаются готовые ряды деталей, уже сшитых между собой. Мы планируем сделать между ними лоскутные вставки, поэтому эти ряды разъединим, а затем к каждому такому ряду пришьем лоскутную полоску. После этого надо сделать очень важную вещь. По линейке проверим все линии и на цветной полоске обозначим продолжение рядов. Надо, чтобы все было четко и аккуратно. При работе за швейной машинкой следим, чтобы все метки и линии совпадали. Моих лоскутных полосок как раз хватило, чтобы обшить 16 квадратиков. У меня получилась деталь размером 62 на 74 сантиметра. Ох, что-то мне хочется придумать ей продолжение. Наверное, надо отложить в сторону, немного еще подсобирать лоскутков. Сами видите, какой интересный эффект получается с белыми тканями. Они сияют и как бы приподнимаются над лоскутными полосками. Девочки, дорогие мои, вы же понимаете, что я дала вам идею. Шейте, творите, вытворяйте. Не ждите чудес, чудите сами. Думаю, что у вас все получится гораздо лучше, красивее и интереснее, чем у меня. Ставьте классы, пишите комментарии. Жду вас всех в своих группах ВКонтакте, Одноклассниках и на платформе Дзен. Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусти. С вами была Полина. Всем пока-пока. И до скорых встреч!